Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал лучшее лазерное МФУ на 2024 год. В топ попали устройства, к которым лучше всего присмотреться среди большого количества вариантов на рынке. Я специально постарался выбрать разные модели, чтобы вы хотя бы парочку взяли себе на заметку для покупки. Поэтому тут вы найдете МФУ практически под любые задачи, потребности и критерии выбора. Есть и бюджетные с минимумом необходимого для редких домашних дел. Есть варианты подороже для небольшой организации в офис с постоянной нагрузкой. Есть дорогие МФУ для решения любых массивных задач крупной компании с максимальными удобствами. Так что без улова не останетесь. Оставил ссылки в описании, где вы сможете посмотреть актуальные цены на модели. Давайте теперь расскажу о каждой позиции. Но перед этим попрошу поставить лайк и подписаться на канал. Начинаем с Xerox Wok Santa 3025Bi. Хороший вариант для дома, когда МФУ используется для скана документов, печати рефератов пару раз в месяц или в небольшой офис с умеренными нагрузками. Печатает принтер только в черно-белом, с завода встроен ЧБ-картридж на 1500 страниц. Для домашних дел этого хватит надолго, а в случае с офисом, где картридж израсходуется в разы быстрее, не проблема обновить ресурс. Можно даже на 3000 страниц купить. Причем подобрать картридж вполне не проблема, поэтому на оригинальный не обязательно раскошеливаться. Но для этого придется перепрошить принтер, заплатить пару-тройку тысяч рублей. Поэтому смотрите, как вам удобнее и выгоднее. Со своими задачами МФУ справляется, принтер печатает, сканер сканирует, копер копирует. Без полос и всякого лишнего, в хорошем разрешении 1200 на 1200 dpi при печати и 600 на 600 для всего остального. Только долговато думает и греется, если сравнивать с топовыми вариантами. Но при печати, копировании и сканировании, как обещает производитель, можно рассчитывать на скорость около 20 страниц в минуту. Первый же лист выходит спустя 8-9 секунд после прогрева МФУ. Из дополнительных удобств – бесперебойное подключение, то есть, скачав приложение на ПК или телефон, вы можете удаленно, хоть с дивана, хоть с другого конца комнаты, сделать то, что вам нужно. Работает стабильно, сигнал не отваливается, система не глючит, работает быстро. Ну и при работе с самим принтером никаких проблем не возникает. В общем, как раз то, что нужно для домашних и офисных дел при небольшом бюджете. На пятом месте HP Laser 135W. Еще один хороший вариант, все для тех же задач. И в целом HP от прошлого Xerox мало чем отличается, да и по цене плюс-минус так же выходит. Поэтому можете просто рассмотреть его как альтернативу. Начинается все с того же самого, принтер работает только с ЧБ-картриджем. Комплектный картридж невелик, примерно на 500 страниц его хватит. Но проблем с заправкой тут не будет. Никто не мешает пользоваться оригинальными картриджами. Но имейте в виду, что есть возможность перепрошить чип и без лишнего гемора заправиться, не вкладывая за это стоимость принтера. Но предупреждаю, при отшивке чипа принтер теряет гарантию. Поэтому окончательное решение за вами. По качеству печати, копирования и скана вопросов нет. МФУ работает на тех же разрешениях, что и прошлый Xerox. Документы, доклады, сканы и копии получаются четкими, без грубых косяков. Работает МФУ тоже быстро. Копирует, печатает и сканирует со скоростью 20 страниц А4 в минуту, выдавая первую страницу через 8 секунд. При этом работает и со многими остальными форматами, всякие этикетки, бумага из разных материалов, разной толщины, картон, конверты. При этом производитель рекомендует нагружать принтер печатью 2000 страниц. Но максимум можно и 5000, и 7000 отпечатать. В общем, для дома и для офиса точно хватит. Особенно если вам нужно максимум с документами возиться. МФУ также беспроводное, поэтому для подключения с ним особо возиться не надо. Коннектитесь по Wi-Fi к принтеру, качаете приложение на свое устройство и в нем уже управляете процессом. На четвертом месте Huawei PixLab X1. Еще одно небольшое МФУ, но только немного подороже. Подойдет для дома, офиса или небольшой организации.
Дизайн у МФУ привлекательный, на фоне прошлых участников этот Huawei выглядит самым современным. Многое меняет панель управления, тут вместо скромного экранчика сенсорные кнопки почти во всю ширину. Поэтому устройство прям хорошо вписывается в интерьер и легко становится на любую небольшую полку. Еще понравилась повышенная скорость работы, можно за 1 минуту напечатать до 28 страниц. Перед этим, конечно, МФУ еще погреется 8 секунд, но все равно скорость получается приличной. Работает с разрешением 1200 на 600 пикселей при любом раскладе. Печать, скан, копия. Из удобств – автоматическая двухсторонняя печать. Такая мелочь, а не придется лишний раз стоять у принтера, чтобы просто перевернуть страницу. Как печатает, претензий нет. Справляется с текстами и черно-белыми изображениями любой сложности. Поддерживает много разных форматов бумаги – А4, А5, А6, Б5, Б6. Разве что всякие пленки и этикетки не переносит. Поэтому имейте в виду, если собираетесь засовывать в принтер что-нибудь такое. При этом обслуживание недорогое, в комплекте идет картридж на 1500 страниц. Как заканчивается, можно просто заправить, не обязательно покупать. А вот с доступностью проблем нет, да и поменять несложно. Huawei даже специально заморочились и сделали процесс замены как можно удобнее. Из дополнительных фишек NFC. Это МФУ также беспроводное, для подключения можно поднести смартфон к панели управления, как при оплате в магазине в лучшие времена, и подключиться. Топ-3. Kyocera EcoSys M2135DN. Это МФУ довольно жирный вариант для офиса. И в принципе по нему и видно, зачем дома такая махина, а вот на работе выделить место под него можно. Kyocera отличается высокой скоростью работы. МФУ копирует, печатает и сканирует со скоростью до 35 страниц в минуту. А чтобы вышел первый отпечаток, нужно подождать 7-8 секунд. А дальше полетит как из штамповальной машинки. При этом к качеству претензий нет, печатает с разрешением 1200 на 1200, копирует и сканирует с разрешением 600 на 600. Отпечатки получаются четкими, с плотностью проблем нет, поэтому к этому точно вопросов не будет. Конечно, сильно удобнее было бы с двухсторонней печатью, но, к сожалению, этот принтер так не умеет. Хотя за такую цену все-таки могли бы задуматься, но кто знает, может для кого-то это не самая главная функция, лишь бы работал качественно, быстро и на больших нагрузках. МФУ способен переваривать объемы работы до 20 тысяч страниц ежемесячно. Конечно, не промышленные масштабы, но для небольшого, уверенного в себе офиса вполне достаточно. Лишь бы не было проблем с обслуживанием. Все-таки за 20 тысяч страниц не то что тонер заканчивается раз 15, так еще и барабан менять надо. Тут заводского картриджа хватит на 1000 страниц. Оригинальный картридж можно купить на 3000 страниц, что в принципе тоже неплохо для небольшого офиса, чтобы часто не заниматься заменами и заправкой. В остальном принтер такой же простой в использовании, только подключитесь к нему, зайдите в приложение. Там интерфейс интуитивно понятен, так что разберетесь и с копированием, и с печатью, и со сканом. А вот вариант для крупного офиса с реально большими объемами печати, скана и копирования. Phantom BM5120ADW. Причем не то чтобы за космические деньги, я бы даже назвал это МФУ бюджетным для среднего предприятия. При его-то возможностях. Phantom можно грузить на 100 тысяч страниц в месяц. Понятное дело, что такое количество практически никому не нужно. Но это все равно свидетельствует о выносливости принтера. Поэтому даже если вам эти 100 тысяч не сдались, просто имейте в виду, что принтеру не страшны никакие нагрузки. А впрочем, для этого производители и указывают параметр максималки. Для больших объемов тут и картридж соответствующий, и барабан. Если в прошлых моделях барабаны были по 15-20 тысяч, то тут он все 30 тысяч. По картриджу то же самое, из коробки идет модель на 3000 страниц. Но при желании можно поменять картридж и на 6000, и на 9, и на 15. Тут все зависит от вашей работы, ну а о заправке картриджа или покупке оригинального вам уже рассказывать не буду, думаю, вы и так все понимаете. Кстати, для удобства тут сделали дополнительные лотки подачи бумаги. Есть основной на 250 страниц и есть еще два других общей емкостью 1100 страниц. Так что можно раз запустить и там уже сколько вам нужно, столько МФУ и отработает.
Ну и автоматическая двухсторонняя печать, конечно, как же без нее, приятная фишка при таком бюджете. По скорости, если брать А4, то до 40 страниц в минуту при печати можно получить. Сканирует только дольше, 24 страницы в минуту. Работает четко, безотказно, первую страницу выдает уже через 7 секунд после того, как вы нажали на кнопку. Ну и на первое место я решил поставить Canon iSenses MF752CDW. Это МФУ с цветной печатью. Да, единственная модель во всем рейтинге. Из-за высокой цены цветные лазеры не сильно любят, поэтому я решил взять в топ-1 более-менее универсальный цветной вариант и для дома, и для офиса. МФУ и по габаритам небольшое, конечно, не такое компактное, как могло бы быть, но ему можно найти место и дома, и на рабочем месте. Со своими функциями справляется, печатает с разрешением 1200 на 1200 dpi, что в черно-белом, что в цветном. Копирует и сканирует 600 на 600. К качеству вопросов нет. МФУ работает со всеми носителями, которые нужны большинству пользователей. Бумага формата А4, А5, А6, Б5, открытки, конверты, этикетки и всякое такое разной толщины и плотности. При этом есть автоматическая двухсторонняя печать для принтера и сканера. Тут решили на этой опции не экономить, оно и правильно. Скорость работы тоже радует. При копировании выдает около 33 страниц в минуту, если изображение около 29 страниц. Печатает примерно с такой же эффективностью. А сканировать может вообще вплоть до 50 страниц в минуту. И все зависит от разрешения, которое вы выставите. По обслуживанию все по классике. Только тут нужно уже заправлять 4 картриджа. То есть получается еще дороже. Особенно если ставить оригинал. Ну или отшивать чипы и там уже заправлять бюджетно. Но это решение вы должны принять сами. На тестовый период у вас есть 2100 страниц для ЧБ и 1900 страниц для цветной печати. Как используете, станет немного понятнее, какую сторону принимать. По итогу, что к качеству, что к эффективности, что к функционалу МФУ не придраться. Отлично подходит домой и в офис при солидном бюджете. За что Canon и занимает первое место. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.